Всем привет! Сегодня готовим простой домашний пшенично-ржаной хлеб на закваске. Готовится этот хлеб очень просто, всего за один день, и получается у всех. Хлеб этот ароматный, мелкопористый, полезный и по вкусу немного напоминает хлеб дарницкий. Готовить его можно как на стопроцентной пшеничной закваске, так и на ржаной закваске, такая, какая у вас есть в наличии. Все ингредиенты для этого рецепта вы найдете в описании, и сейчас они есть на экране у вас, и давайте готовить. Я готовить сегодня буду на своей пшеничной стопроцентной закваске, которую я покормила сегодня утром, и прошло у меня примерно 2-3 часа, и она уже поднялась в объеме. Поднялась практически в 3 раза. Посмотрите, какие у нее характерные, красивые, округлые пузыри. Вот так выглядит активная закваска, она уже абсолютно готова к тому, чтобы начать замес теста. Нам также, конечно, понадобится вода. Здесь у меня 220 грамм воды. Воду я взяла теплую, потому что дома у меня прохладно. Сюда же я добавляю столовую ложку солода. Солод у меня в виде экстракта. Для этого рецепта можно использовать любой солод, который у вас есть. Подойдет и ржаной, и ячменный. Вливаем всю эту смесь в большую миску. Сюда же, добавляя всю свою закваску, нам понадобится 200 грамм пшеничной закваски или ржаной закваски, такая, какая у вас есть, на пике. Посмотрите, как хорошо выглядит моя закваска. Она плавает на поверхности жидкости, она очень активна и пузырчатая. Все хорошенечко перемешиваем и добавляем муку. Здесь по рецепту идет 250 грамм пшеничной белой муки и 150 грамм ржаной цельнозерновой муки. Белок в белой муке у меня 11,7. Сюда же я сразу всыпаю 10 грамм соли и снова хорошенечко все перемешиваю до полного объединения ингредиентов и до полного увлажнения муки. В какой-то момент лопаткой уже становится неудобно вымешивать, поэтому я ее убираю в сторону и перехожу на замес руками. Все это занимает буквально минуту, наверное, или полторы. Тесто быстро объединяется, оно по-прежнему липкое. Сюда же я добавляю столовую ложку растительного масла. Я лью на глаз, делаю часто, поэтому знаю, но это 1 столовая ложка растительного масла. И снова все это хорошо перемешиваем только до тех пор, пока масло не впитается. Тесто становится очень приятное, гладенькое и больше не прилипает к рукам. Вот так оно выглядит. Накрываем его крышкой и оставляем на отдых примерно на час. Температура введения теста у вас на экране. Как я уже говорила, у меня дома достаточно прохладно, поэтому я тесто свое убираю в слегка разогретую духовку. Через час мое тесто не очень изменилось. Оно немного расслабилось, оно плотное. Поэтому руку я смачиваю водой, и мы будем делать одно растягивание и складывание. Поворачиваю тесто, тяну со всех сторон, помогаю себе второй рукой, потому что тесто плотное. Растягиваем со всех сторон. Для этого теста, в принципе, хватает 4-6 поворотов в чашке. Со всех сторон подтягиваем тесто, снова закрываем его крышкой и снова убираем его на отдых еще на 1 час. Пока мое тесто отдыхает, я подготовлю свою форму. Для этого ее хорошенечко нужно смазать растительным маслом со всех сторон, особенно по углам. Если у вас такая же форма, как у меня сейчас на экране, то эта форма может немного прилипать, если ее смазать не очень тщательно, поэтому я уделяю этому время. Через час мое тесто не сильно изменилось, оно стало более мягким, и снизу даже видны какие-то начальные признаки брожения. Присыпаем буквально чуть-чуть муки и выкладываем тесто на стол. У меня эта форма небольшая, и она рассчитана примерно на полкилограмма теста. Чтобы было легче сориентироваться, ваше готовое тесто в скрученном виде уже должно занимать примерно половину вашей формы. Свое тесто я присыпала еще и сверху небольшим количеством муки, буквально чуть-чуть здесь будет достаточно, главное, чтобы тесто не прилипало. И далее мы из него формируем прямоугольник. Сделать это можно либо руками, но проще всего это сделать скалкой, тогда тесто получается более ровное. Я его раскатываю и ориентируюсь на свою форму по размеру. Ну и практически на этом все. Сворачиваем наше тесто рулетом. Хорошенечко подкатываем со всех сторон так, чтобы не было пустот, но при этом без большого натяжения. И закрываем все швы со всех сторон, с боков и сверху. Тесто это хорошо лепится, очень мягкое, похоже на пластилин, хорошо держит форму. Скрученное тесто у меня лежит в форме достаточно свободно, у него есть пространство и с боков, и сверху, и занимает оно чуть-чуть ниже, чем половина формы. Если нужно, выровнять можно тесто с помощью пластикового шпателя. Металлический шпатель здесь не подойдет, он будет царапать стенки формы, после чего хлеб будет к этой форме прилипать еще больше. Сверху я опрыскиваю хлеб дополнительно водой и украшу его семенами тмина.
Здесь достаточно буквально 5 грамм тмина по вашему вкусу, так как вам нравится. Приминаем семена, чтобы они не осыпались, распределяем тесто снова по донышку, накрываем его пленочкой и оставляем на расстойку на те же самые температуры введения теста, которые я показывала ранее, до тех пор, пока тесто не увеличится в объеме примерно в 2 раза. В итоге тесто у меня простояло на подъеме на окончательной расстойке еще около 4 часов. У вас это время может быть немножко другим и зависит напрямую от температуры расстойки теста. Тесто мое увеличилось в объеме в 2 раза. Духовку я уже свою нагрела, температура у вас все на экране. Добавляем пар на первые 10 минут, затем температуру нужно будет снизить. Если пар остался, вода осталась, то его нужно будет убрать. У меня не осталось ничего. Сверху тесто я снова опрыскиваю водой и снова отправляю его допекаться еще на 40 минут. За 5-10 минут до окончания выпечки я снова открыла духовку и снова опрыскала хлеб со всех сторон водой. Мой хлеб уже приготовился, он немного постоял, вытаскиваем его из формы, и он, смотрите, хорошо вышел и совершенно не прилип. У него получается хорошая тоненькая корочка, он немножко хрустит на данный момент. Очень мягкий, приятный и очень вкусно пахнет. Корочка ровная со всех сторон, хорошо прожаренная, и хороший стук по донышку говорит нам о том, что хлеб полностью готов. Очень вкусный, ароматный, базовый хлебушек на каждый день. Очень мягкий. Посмотрите, как он проседает у меня под пальцами. По массе этот хлебушек примерно 773 у меня получилось грамма, 770 примерно. И я ему даю остыть до утра. Сейчас у меня уже наступило утро, хлеб меньше хрустит на второй день, но по-прежнему очень вкусный и ароматный. Давайте отрежем, посмотрим, что внутри. А внутри у хлеба получается мелкопористая структура, при этом мякиш очень мягкий и ароматный. После остывания полного этот хлеб лучше убрать в пакет, так он останется более мягким и свежим гораздо дольше. Если вам понравился этот рецепт, дайте мне знать в комментариях. Если у вас остались какие-то вопросы, на все вопросы я также отвечаю всегда в комментариях.